сегодняшнем видео свадебный маникюр. Работа с сверхрастущими ногтями, соблюдение архитектуры. Пробую гель-пластилин. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Этим ноготочкам уже месяц. Дизайн относился отлично, несмотря на наличие камней и бульонок. Аж жалко спиливать. Кстати, видео этой работы есть на моем канале. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Кому интересно, посмотрите. У моей клиентки скоро свадьба, приятные хлопоты и трогательные моменты. На мой вопрос, что будем делать, поступил ответ ослепительно белый. Ну что ж, поехали. Спиливаю материал, опиливаю форму миндаль. Вы уже знакомы с этими трамплинообразными ноготками. Данная модель не раз участвовала в моих видео. Это как раз тот случай, когда выравнивание базы необходимо. Далее работаю пламенем. Обрабатываю зону возле кутикулы. На большом ноготке справа трещина. Ремонтирую ноготь перед маникюром. Обрабатываю нейл-препом и праймером. Прокрашиваю тонким слоем базы. Сушу в лампе 30 секунд. Теперь моделирующим гелем делаю выравнивание. Стараюсь выложить материал так, чтобы потом не пилить. Таким же способом можно делать просто укрепление ногтей гелем. Только для этого нужен гель средней консистенции, не густой. Показываю специально ноготь сбоку, чтобы видно было архитектуру. Теперь делаю маникюр. Ноготь, который ремонтировала гелем, не мочу в воде. На нем обрезала кутикулу с помощью ремувера. Остальные же замачиваю на 2 минуты и обрезаю кутикулу ножничками и накожницами. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, и вы не пропустите новые видео. А мы идем дальше. Далее также провожу стандартную подготовку к покрытию и выполняю выравнивание базой.
Работаю раббер-базой средней консистенции Милана. Покрываю все ногти белым гель-лаком. Честно говоря, не очень люблю этот цвет в покрытии. В некоторых торговых марках белый не слишком пигментированный и на ногтях полосит и растекается. А в некоторых слишком пигментированный и может сморщиться в лампе или не очень ровно лечь возле кутикулы. Тут важно найти золотую середину. Хорошо обработать зону кутикулы так, чтобы вообще не за что было зацепиться, и покрыть 2 тонкими слоями гель-лака. Если даже в первом слое есть неровности у кутикулы, вторым можно скорректировать. После просушки в лампе снимаю липкий слой и втираю жемчужную втирку. Делаю я это пальцем, так втирается всегда все идеально. Теперь покрываю топом с липким слоем, просушиваю и покрываю топом без липкого слоя. После просушки выкладываю бульонки. Это будущая серединка цветка. Отправляю ручку в лампу. Теперь буду работать гель-пластилином. Недавно познакомилась с этим материалом и еще не успела приобрести силиконовую кисть, которой удобно разравнивать лепестки. Выкладываю по шарику материала и стараюсь разровнять кистью. Дополняю дизайн стразами и бульонками. Краской без липкого слоя поверх готового дизайна рисую вензеля. Просушиваю в лампе и готово. Вот такой получился яркий свадебный маникюр. С
меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня и до новых встреч!